Переговорю. Я вчера записывал длинное видео по поводу изучения языков в теме образования, в частности изучения английского. И долго вчера ходил, наснимал красивых видов у нас перед дождиком. Но мне не понравилось. Видите, я тщательно сейчас отбираю, что я вам хочу сказать. В частности, по времени. То есть хочу сделать видео более информативные и короткие. Оцените мои усилия, поставьте мне лайк или дизлайк, если вдруг вам жутко не нравится, но продолжайте смотреть. Напишите комментарии, потому что я начал записывать видео ответы на ваши комментарии. То есть вы мне пишете текстом, я вам даю развернутый ответ в виде видеосообщения. И, естественно, поставьте оповещение, расшарьте это видео с друзьями, если вы посчитаете, что оно для вас интересно. По поводу изучения языков. Это любимая моя тема. Я уже записывал одно такое видео. Постараюсь максимально коротко, с приложением скриншотов и ссылок. Можно выучить язык одному с использованием приложений, даже находясь в России. Не обязательно в стране носителя языка. Язык нужно подтверждать знание языка сдачей экзаменов. Есть европейская шкала А1, А2, Б1, Б2, С1, С2. Это европейская шкала. Я считаю, что можно говорить, что вы владеете языком, если у вас уровень Б2. Это уже такой несгораемый уровень, с которого вы уже язык не забудете. B2 и выше. B1, B2, C1, C2. Есть обязательное требование при поступлении в вуз западный подтвердить знание языка. Уровень должен быть условно, очень условно. Между вузами может быть отличие. То есть, понятно, если вуз не самый популярный, он снижает требования языка. Если вуз чуточку более популярный, он повышает требования к языку. Но в большинстве вузов достаточно уровня B2. Если говорить, я не знаю каких-то специальных экзаменов по испанскому, но полагаю, что в Испании B2 достаточно. В английском же, для английских же вузов, или даже для вузов в Испании, но если вы будете учиться на английском, от вас потребуют знания английского, скорее всего, по шкале IELTS. То есть есть разные системы проверки знаний. По-английски это обычно IELTS или TOEFL. Так вот, для IELTS это уровень 6,5. Или даже иногда 7. То есть B2 это где-то уровень 6,0. По 4 составляющим. Любой, кстати, почти любой языковой тест это как минимум 4 части. А бывает и больше. Listening. То есть восприятие на слух, reading, то есть чтение, speaking, говорение и writing, то есть письменная речь. 4 части минимум. Бывает экзамен, где частей больше. И вот по всем этим частям должно быть не меньше 6,5. А бывает и выше требования. Бывает, что требования C1, уровня C1, то есть где-то 7,0. По IELTS. У TOEFL у него другая шкала, там другая система подсчета баллов. Как учить язык? Номер 1 это знание глаголов. То есть ставьте себе на смартфон приложения, которые позволяют вам учить глаголы, как глаголы спрягаются, меняется, то есть в зависимости от количества, от того, с кем вы общаетесь и в каком времени. Вот вы должны учить глаголы. Это номер раз. Просто вот так. Самое важное. Даже если вы выучите глагол в настоящем времени, а примените его в ситуации, когда говорите о прошлом,
носители языка вас поймут. Сам был тому свидетелем позавчера. Девушка отвечала на вопрос преподавателя и, рассказывая о том, что она делала на прошлых выходных, употребляла глаголы в настоящем времени. Мы ее поняли, преподаватель ее поняла и потом исправила. Второе. Учите слова. Учить слова обязательно. Но лучше всего слова учить в контексте. То есть мы, как дети маленькие, учили свой родной язык именно таким образом. Учили слова в контексте. Поэтому я предложу скриншоты к этому видео нескольких приложений, которые, мне кажется, лучше всего дают возможность выучить слова в контексте. Эти приложения недоступны как для изучения испанского языка, как для изучения французского языка, так и английского. Но это те языки, которые я учил. Когда у вас будет словарный запас, считается, что обычный человек в обычной жизни использует порядка 1000 слов. Ну вот, когда я сейчас в испанском, думаю, знаю порядка 300-350 слов. И этого мало. Этого мало. Я уже начал что-то понимать. Но поскольку речь идет о том, что я должен знать эти все 300 слов, и большая часть из которых должна быть глаголы, еще и с формами, то есть прошедшая форма, там прошедшая завершенная, незавершенная, будущее, вот, настоящее какое-то в разных формах. То есть вот эти все формы, это на самом деле большее количество слов. Поэтому, наверное, с этими всеми формами, с их вариациями, речь идет примерно о 2000 слов. Вообще, то есть 2000 слов в разных вариациях глаголов, я имею в виду. Ну да, еще же в Испании отличается, и во французском языке, и в испанском отличается то, к кому ты обращаешься. Женщина, мужчина, будут разные слова. Дальше. Нужно ли учить грамматику? Я вот задумался так, как ответить на этот вопрос. По крайней мере, пока вы не достигли уровня B2, то есть пока вы не начали вести беседу на какую-то общую тематику, не специальную, где нужен специальный вокабулярий, пока вы не дошли до уровня B2, наверное, грамматику бы я вам не рекомендовал учить. Ваша задача начать говорить. Это задача любого изучения языка. Понимать вы в любом случае будете. То есть, если вы говорите на каком-то языке, если вы в состоянии рассказать историю, что вы делали вчера или что вы собираетесь делать завтра, вы в любом случае точно будете понимать. Невозможно говорить, не понимая языка. Просто невозможно. Поэтому, пока вы не дойдете до уровня B2, то есть уровня, на котором вы в состоянии рассказать простые истории, бытовые, на бытовую тему, учить грамматику я смысла не вижу. Просто помешает вам. Она перегрузит вас ненужной информацией. Я жесткий и постоянный сторонник того, что идея о том, что язык нужно впитывать, acquiring. То есть ты должен учиться как ребенок, который вначале несколько лет слушает, просто слушает и в контексте видит, что происходит, и понимает, ага, вот тут папа с мамой говорят о том, что они там что-то будут делать, вот тут они говорят о том, что они что-то делали. И ребенок вот в этом процессе, то есть как дети, они вначале говорят беме непонятно что, потом говорят просто неправильно, но говорят уже, и уже это уже можно воспринять как речь. И потом они говорят все лучше и лучше и лучше. В основном говорят, меньше пишут. Вот я полностью уверен в том, что и изучение иностранного языка должно быть таким же образом. Не разбор этих скучнейших, сложнейших, непонятных на то, что мы в русском языке имеем правил. Нет, это нафиг никому не нужно на первом этапе. На первом этапе вы должны прийти к тому, что начнете говорить, как дети. Дойдете до уровня 1 класса. Ребенок, приходя в 1 класс,
Он уже достаточно свободно выражает свои мысли на бытовом плане. Он уже читает книжки, тоже на бытовую тематику. Он воспринимает на слух то, что ему говорят, не специальное, то есть без терминологии какой-то специальной. Вот вы должны дойти до уровня ребенка 1 класса в вашем родном языке без знания грамматики. И когда уже ребенок говорит, то есть вы идете в 1 класс, и там уже, когда вы уже можете выражать свои мысли, вы уже можете понимать чужие мысли, вот там вам объясняют, почему это так или так. Там вы уже учите грамматику. Это, конечно, помогает вам закреплять знание языка, но вы уже к тому моменту говорите. Именно это вам нужно делать. Именно это. Дойти до уровня говорения. Под говорением я понимаю прежде всего устное выражение своих мыслей, но и письменная. Письменная речь — это тоже речь, то есть тоже говорение. Кому-то легче писать, кому-то легче говорить. Почему легче говорить? Потому что вы запомнили, как звучит слово. Ну, мы уже различаемся, это визуалы, аудиалы или как это называется. То есть кому-то легче сказать слово simultaneously, одновременно по-английски. А кому-то, или вот я сам прокололся позавчера, я знаю, что nombre — это имя, apellido — это фамилия. Но я забыл, как пишется слово apellido. Я знаю, что вот оно звучит как apellido, ну потому что есть звучит, потому что глагол звучать, ну на французском, je m'appelle André. Вот. Я зовусь, я звучу Андрей. А тот же самый корень. Вот я забыл, как по-испански apellido пишется. Почему? Да потому что я никому не писал, до позавчера я никому не писал, что nombre Андрей, apellido Панюшкин. Не было у меня такой практики. То есть я читал это множество раз в разных документах, которые я заполнял, но ни разу не писал. Но говорить-то я говорил. Где-то я там приходил, с кем-то общался, я говорил, что вот мы apellido Панюшкин, там, врачам, например. Вот. Я считаю, что говорить проще, чем писать. Ну, кому-то проще писать. Писать же нужно вспоминать еще, какие буковки в каком порядке ставятся. Да, spelling, то, что называется. Хотя в испанском есть отдельное слово для написания по буквам. Забыл, как оно звучит. Вот. Есть, соответственно, приложения, которые помогают вам, ну, большинство приложений для изучения языков помогают вам тренировать навык письменной речи. То есть вас заставляют писать слова. Язык нужен для общения. Мозг должен понимать, зачем он должен запоминать этот язык. Поэтому вы должны с самого начала, как только начали заниматься, использовать этот язык. Иначе вы его не выучите. Под использованием, понятно, вы находитесь где-нибудь там в Краснодаре, ну как вам использовать испанский? Лучше всего с удовольствием. А это значит, ставьте себе приложение для дейтинга, ставьте себе, ну типа Тиндера или что-то, что еще в России разрешено. Кстати, Мамбу тоже можете поставить. Ставьте себе приложение для поиска языковых партнеров. И ставьте себе искусственный интеллект. Это все формы общения. В приложении для дейтинга, да хоть женскую фотографию повесьте, если вы взрослый, лысый, почти мужчина, такой как я, в самом рассвете сил, как Карлсон. Если я сейчас сделаю анкету на Тиндере с женщиной какой-нибудь красивой, у меня столько будет языковых партнеров, которые мне напишут со всей Испании и со всей Латинской Америки, не отобьюсь. Но зато-то они мне будут писать: «Mi nombre Juan, yo soy de Brasil», ой, на Бразиль португальский, «yo soy de México», вот, «yo soy narcotraficante», наркотики зло, вот. Но я-то это буду читать. Вы поверьте мне, я читаю множество, ну, читал, сейчас я все это удалил, но читал я множество анкет. Отличный способ
тренировать свои скиллы и еще более отличный способ отвечать им. Дейтинговые сайты, в плане дейтинга, я считаю, полный провал. Мне нужно, вот я человек, который в Советском Союзе рожден, мне нужно видеть человека, мне нужно его нюхать, мне нужно его слышать, мне нужно видеть, как он двигается, чтобы захотеть с ним общаться. Но, возможно, молодежь сейчас по-другому мыслит, не знаю. Но дейтинговые сайты отличны для того, чтобы тренировать свое языковое общение, переписки. Но есть, это я так отчасти в форме шутки говорю, есть специализированные приложения, которые позволяют искать языковых партнеров. В этих приложениях, кстати, любой дейтинг запрещен. Мои два любимых приложения — это HelloTalk и Tandem. Есть еще сайты, но не приложения, Lang8 и Interpel. Я ссылки добавлю, скриншоты добавлю, увидите. Там можно находить партнеров и для письменного общения, там можно находить партнеров и для голосового чата. Это вторая форма. И это действительно работает. Поверьте мне, я больше всего нашел партнеров для изучения английского, французского и сейчас испанского языка именно в HelloTalk. Ну, меньше в Тандеме. Отлично работает, можно находить разных людей с разных частей света. Это очень интересно. Потому что изучение языка — это прежде всего изучение не только слов, но и изучение культуры. То есть с языком вы еще приобретаете отчасти менталитет этих людей. То есть вы как бы вливаетесь в эту культуру. Я когда выучил английский язык и начал понимать юмор, конечно же, я начал лучше понимать англосаксонский мир. Я начал понимать разницу между жителями разных частей Великобритании, разных частей США. Ну, это буквально ты становишься вот на какую-то свою часть американцем или там англичанином, англосаксом. То же самое сейчас я учу испанский язык, и вместе с испанским языком я начинаю понимать, как мыслят люди в Испании, в Латинской Америке. Любое изучение языка — это еще изучение культуры, привычек, менталитета, всего остального. Ты отчасти становишься вот там испанцем, американцем, англичанином, австралийцем, французом, квебекцем, бельгийцем. Когда ты учишь язык, ты еще учишь и людей, и их культуру. Это неотрывные процессы. И третья новая возможность, которой у меня еще не было, и у вас еще не было несколько лет назад, это изучение языка, где языковым партнером является искусственный интеллект. Отличный способ. Вы можете беседовать, любой искусственный интеллект, какой вам нравится, ставьте. Они, как правило, очень хорошо понимают английский и испанский искусственный интеллект. И сейчас, понятно, их обучивают на больших массивах данных на английском языке и на испанском, потому что просто на испанском говорит огромное количество людей в 26 странах. И это страны, близкие к США. То есть и в США 80 миллионов говорит на испанском. То есть английский, испанский искусственный интеллект отлично понимает. И, наверное, если вы будете говорить с искусственным интеллектом на русском, а он вам будет отвечать на английском или испанском, вы с легкостью... Это языковой партнер, который даже искать не надо. Проставили прям себе это приложение или там зашли на сайт и с любым искусственным интеллектом легко ведете беседу. Он вас будет корректировать и в любой момент. Даже искать не надо, даже подстраиваться. Вот когда я учил английский 15 лет назад, надо было подстроиться, чтобы вашему партнеру было удобно встретиться с вами и так далее. Язык должен приносить удовольствие, поэтому вы должны для себя находить практическую пользу. Дейтинг – это одна из возможностей. То есть, вы зачем язык учите? Чтобы лучше жить, найти себе партнера или партнершу, получить более высокооплачиваемую работу, сменить работу, уйти, допустим, из медицины в IT или наоборот. То есть язык должен быть полезен вам и приятен. Это очень важно. Поэтому крайне рекомендую
смотреть мультики, которые вам нравятся на том языке, который вы учите, потому что мультики сделаны так, чтобы язык там был простой. Но объективно свинка Пеппа по сложности языка намного легче, чем трудно быть богом Тарковского. Ну, объективно. Поэтому не надо изучать испанский или английский по Сталкеру, например, второй. Я, кстати, смотрел на английском Сталкер. Интересно. Свинка Пеппа легче. Специально для детей сделано. И, кстати, поверьте мне, Симпсоны отнюдь не детский мультик по языку. То же самое касается Саус Парк, Южного парка. То же самое касается вот этих мультиков для взрослых. Там есть что-то полегче, что-то посложнее. Но поверьте мне, Симпсоны нет. Даже не пытайтесь изучать на них язык. Там прям даже, как бы, я думаю, для носителя и бывают моменты сложноваты. Уж больно они там эзоповым языком иногда говорят. А вот детские мультики, объективно детские, они именно попроще сделаны. Сериалы. Смотрите сериалы, которые вы уже видели. Почему которые вы видели? Потому что когда вы смотришь новый сериал, у тебя часть мозга работает на то, чтобы понять, что там происходит, а что там дальше будет. Ну, то есть часть мозга следит за том, как развивается сюжет. Но когда ты смотришь сериал, который ты уже видел, ну, например, «Как я встретил вашу маму», ситком, «Теория большого взрыва», где действие развивается медленно, где люди говорят в основном. То есть ничто вас не отвлекает от их вот... То есть суть сериала в том, что они между собой разговаривают. Вот. Господи, а что же там? Всегда солнечно в Калифорнии? Не в Филадельфии? Нет, не этот. Забыл какой-то сериал тоже. Ну, в общем, выбирайте сериалы такие бытовые, простые. Потому что, например, House MD, в русском языке Доктор Хаус, этот сериал очень тяжело смотреть. Из-за того, что он специализированный. Там огромное количество медицинских терминов используется. Лупус, волчанка. Или там какие-то другие. MRI. То есть компьютерная томография. Много специальных терминов. И я до сих пор с трудом смотрю House MD. Потому что именно из-за терминологии. Переводчик, когда он переводит на русский язык, у него уже готовая транскрипция, и все эти термины расшифрованы. Вот это тот же самый лупус, он расшифрован. Но, клянусь, я даже по-русски не знаю, что значит волчанка. То есть я знаю, что это аутоиммунное заболевание, но не знаю конкретно, что она делает с человеком. Или там какой-нибудь вирус Эпштейна-Барра. Что это такое? Вот, то есть медицинские какие-то специализированные сериалы лучше не смотреть. Уж больно много там терминологии. И мозг будет просто у вас выключаться на этой терминологии. Вот. Что-то простенькое смотрите. Про бытовуху, про любовь. Вот отлично. Юмор тоже тяжело, потому что какие-нибудь прожарки, я смотрел много прожарок. Ух. Ну, там такие шутки бывают, что только из контекста понятно, где шутка. И это вас будет разочаровывать. Это не будет вам приносить удовольствие. Поэтому начинайте с простого. Потом, понятно, можно переходить на прожарку. Это прям... Вот если вы начинаете понимать юмор на языке, это прям вершина. Значит, вы уже прям вот погрузились в язык. Ради удовольствия делайте. Все. Всем пока. Скриншоты добавил. Вы это уже увидите, на монтаже добавлю. Вопросы, комментарии добавьте. Что, как еще вам рассказать, о каких других приложениях, возможностях для изучения языка. Ну и пишите о своем прогрессе. Лайк и расшарьте. Это самое информативное видео про изучение языков, которое вы видели.